несколько раз. Вот так работает. Запуск этой печки первый и вполне удачный. Только что зажгли. Все у нас работает. Наконец-то. Сделали, затопили. А здесь еще делать и делать. Ну, уже скоро. Пробуем закрыть прямой ход. Пелена идет через нижние части, прогревая эти нижние редкие кирпича. Ну что могу сказать? Ура! Вот так потихонечку, помаленечку печку мы сделали, и она теперь может работать в режиме камина. Ну, разумеется, если приоткрыть задвижку прямого хода. Итак, ура! Алексей. Я никакого участия к этому безобразию не имею. Здесь, соответственно, топить можно с закрытой дверкой. Мы вот приоткрыли сейчас, чтобы она продувалась уже, да? Сколько мы здесь сейчас топили? Ну, часа 2,5, она уже вот уже здесь уже не прикоснешься. Вот здесь так более-менее тепленькая, да? Дверку нам имеет смысл немножко подвинуть. Вот это подвинуть? Да. Дверью самое главное вот это не хлопайте. Ее так потихонечку приподняли, вот она раз, А это для чего? приподняли, открыли, туда поддали пару. Помельче поддаешь, жарче. Покрупнее поддаешь, влажнее. Отдали пару. Ну, водички туда плескнули, грамм по 100, Вот так. но без масел. Масла туда не надо. 100 грамм масла и Да, 100 грамм. 150 это уже крупная подача считается для повышенной влажности. Вот, в принципе. И сколько она вот сейчас, 2,5 часа топилась, уже сейчас начнет выдавать здесь тепло. А сколько ее вообще? Не больше 5 часов. Вот. И самое главное, вот когда открываете, мягонько так раз и все. Ну, это помещение, которое Да, она уже сейчас вот. И видно, что у нее теплоемкость хорошая и так далее. Вот. собственно, надо не на маленькие помещения рассчитывать. Там Ага. не надо. Смысла нет никакого. Вот так аккуратно, да. Чего она обошлась-то где-то 250 что ли, да? Чего? Все вот это Да, да, вместе с облицовкой. 6. 306 тысяч, да, вместе с облицовкой с этой. Ну, видишь, аккуратно, красиво. Ну, да. Быстро нагреваться будет. Нет, ну хорошо, здесь стало самое оно. С разделкой потом определитесь. Лучше на этом уровне, на котором она есть. А там не критично для нас. Мы все равно в потолок пускать. Уже вопрос, насколько опустится этот потолок. Вознесенный. Красиво. А это уже начала нагреваться. Самое нужное. Даже видно, вот где швы подсохли. Там уже тепло. Вот эту печку топите не дольше 2 часов. Как сушить-то сказал мне? Как сушить? По 2 килограмма сжигаем. И оставляем открытые дверки. Все, ты держишься, нет, отвешиваешь. По большому счету это 2 больших полена. По большому счету. Только не крупных, а как средних. Вот. И да, все открыто. Пока она не высохнет, ты еще не вступил сразу. Здесь уже начала подсыхать. Все открыто имеется в виду. Задвижка. Открытое. Задвижка и поддувало. Основная задвижка. Да. А растапливать ее нужно, вот открыли прямой ход, это прямой ход. Ну, в принципе, точно так. Да, ну мы уже это обсуждали. Если вы хотите использовать ее как камин, то открыли прямой ход и с открытой дверкой вполне вот так вот раз
а потом открываете, и вполне она работает, когда огонь есть. Вот. Это будет как... Зачем нужен камин? Камин, если хотите, чтобы они пощелкали, чтобы их было слышно, или если хотите быстро проветрить помещение, что летом актуально. Летом у нас вытяжная вентиляция. Правильно. Ну, в общем, вот. Да, минут 5-10 ее закрывать, и тогда пойдет по всему, по всей системе. Верхние закрывать, когда прогорели угли. Есть, да, прогорели. Есть такая версия про синие огоньки, ну, Нет. лучше не играться, лучше просто, когда все прогорело, и тогда закрываете верхнюю и поддувало. Поддувало можно... И решетку поддувальную тоже. Вот. Поддувало можно, здесь герметичный шов, шнурчик есть вот. И если, допустим, вам хочется уже спать, а еще не прогорели угли, то вы вот это все закрываете, это очень хороший плюс. Вот так вот все закрываете и пошли спокойненько спать. А трубу оставили? А трубу оставили вот наполовину так где-то как раз, и оставили трубу. Лишнее не уйдет оттуда тепло, а угара не будет. Задвижку мы слегка просверлили, так положено теперь по евростандартам, по всем. Защита от угара. Там небольшое отверстие. Сейчас пока открою, чтобы догорал. Вот. В целом довольны? Да. Благодарю. В общем, то, что ожидали. Да, то, что хотим. Ну, спасибо, мы старались. Кайтесь на здоровье. Туда тоже 2 палета? Нет, Там сколько влезет, главное долго вот, в горловине не топить. И топить с закрытой дверкой. Вот с приоткрытой разожгли, и чтобы и сразу закрывайте дверку. Вот рабочее положение. Значит, удивительно она не гудела. Потому что если гудела, значит сжигание происходит в трубе. Этого нельзя допускать. То есть, ну вот эти можно поиграться. Вот, чтобы такого гула прям сильного не было, это плохо. Это горение в трубе. Труба изнашивается гораздо быстрее. Вот, желательно. Хотя запасной есть у вас. Метр. Да. Ну, просто бывает, открыли, хорошо, гудит, вот здорово, а это нежелательно. Ну, в принципе, и все. А так, чтобы, да, вот не гудело, немножко вот этими жалюзями играете, и получается хорошо.